Пожалуй, одним из самых любимых десертов является птичье молоко, а если это еще и торт, то наслаждение от его вкуса увеличивается в разы. Друзья, сегодня мы приготовим с вами торт птичье молоко по самому удачному рецепту. Это будет торт лимонное птичье молоко с шоколадными коржами. И я вас сегодня удивлю и порадую, поскольку приготовлю два торта по одному рецепту. Один торт будет приготовлен в духовке, а другой будет приготовлен на плите, без духовки. Так что, друзья, если у вас нет духовки или вы не хотите ее включать в летнюю жару, то вы тоже сможете приготовить этот чудесный торт. Приветствую вас, друзья, на канале Записки пользователя, или вы гениальный кулинар. Этот замечательный торт я готовлю чаще всего, потому что у него много замечательных качеств. И прежде всего он необыкновенно вкусен. Более того, он имеет очень дорогой вкус, вкус десерта премиум класса. А готовится из очень доступных, бюджетных, недорогих продуктов. Кроме этого, он готовится быстро, легко и просто. Для приготовления коржей нам понадобится желтки яиц 6 штук, мука 100 граммов, сахар 70 граммов, масло сливочное 70 граммов, какао-порошок 2 столовые ложки и ванилин по вкусу. Для суфле нам понадобится 180 граммов белков яиц, это 6 белков яиц первой категории, сахар 2 веса белков яиц, это 360 граммов, агар-агар 10 граммов, желтки яиц 2 штуки, лимон 2 штуки, масло сливочное 150 граммов, молоко сгущенное 80 граммов и ванилин по вкусу. Для глазури нам понадобится черный горький шоколад 160 граммов, масло сливочное 70 граммов. Первоначально мы с вами приготовим коржи. Для этого размягченное сливочное масло взбиваем до пышности. Затем добавляем в него постепенно весь сахар и продолжаем взбивать до полного растворения сахара. Взбив до полного растворения сахара, начинаем добавлять по одному желтки яиц. Теперь взбитую массу просеиваем какао и перемешиваем его. Вмешав какао, далее в муку добавляем 6 граммов разрыхлителя и щепотку соли. Все это перемешиваем и просеиваем в нашу массу. Тесто тщательно перемешиваем, но недолго, чтобы не развилась клейковина. Теперь тесто делим на 2 равные части. Каждую часть кладем на пищевую пленку или разрезанный полиэтиленовый пакет. Формируем из каждого кусочка теста шарик, скручивая пленку. Если вы собираетесь выпекать на плите, не в духовке, то понадобится сковорода с толстым дном. Вырежьте из пекарской бумаги 2 кружка по диаметру вашей сковороды. Если вы собираетесь выпекать в духовке, то вырежьте 2 кружка из пекарской бумаги по размеру вашей разъемной формы. Но разъемная форма нам понадобится в обоих случаях, поскольку именно в ней мы будем собирать торт. Мы будем выпекать 2 коржа, поскольку кексовое тесто очень хрупкое, и его не удастся разрезать на 2 коржа. Теперь раскручиваем пленку. Тесто кладем на середину пергаментного круга. Пленку с теста не снимаем. Не переживайте, если вы выпекаете на сковороде и диаметр вашей сковороды не совпадает с диаметром формы. Я расскажу позже, как поступить. Теперь тесто равномерно распределяем по диаметру всего круга. Стараемся, чтобы тесто было одинаковой толщины по всему кругу, а затем помогаем себе раскатывать скалкой. Теперь берем форму или сковороду. На дно сковороды можно положить дополнительный кружок пергаментной бумаги. Руку кладем под пергаментную бумагу, на которой лежит корж, и переносим все в форму. Переносим вместе с пленкой. Затем пленку вместе с коржом разравниваем по диаметру формы. Пленку снимаем. Далее корж разровняйте мокрой рукой.
Если вы выпекаете на сковороде, то вам нужна крышка. Закройте сковороду крышкой. Ставим на плиту, нагрев ниже среднего. Время выпекания 10-15 минут. Готовность проверяйте на сухую зубочистку. Если вы выпекаете в духовке, то не обязательно выпекать в форме. Можно выпечь на противне, положив 2 коржа одновременно. Или, как я, используя дно разъемной формы. Ставьте в разогретую до 210 градусов духовку. Время выпекания примерно 10-15 минут. Пока у нас выпекаются коржи, займемся кремом. И начнем мы приготовление с лимонного курда. Натираем на терке цедру от 1 лимона без белой части, только желтую часть. Затем отжимаем сок с 2 лимонов. Нам нужно 90 мл лимонного сока. Теперь в кастрюлю с толстым дном добавляем 2 желтка, 1 столовую ложку крахмала и лимонный сок, а также цедру лимона. Ставим кастрюлю на плиту на медленный огонь. Добавляем 25 граммов ванильного сахара. Размешиваем его и весь процесс непрерывно мешаем. Варить мы будем до закипания, до появления первых пузырей. Курд стал более густым и начал закипать. Теперь его можно снимать. Друзья мои, курд готов. Показываю, как проверить его готовность. Окунаете лопатку в крем и проводим полоску. Полоска не должна растекаться. Это показывает, что наш крем уже готов. Отправляем его остывать, и по мере остывания он станет еще гуще. А тем временем наши коржи выпеклись. И вот так выглядят коржи, выпеченные на сковороде на плите. Они не требуют пропитки. А это коржи, выпеченные в духовке, и их мы должны обязательно пропитать. Хотя считается, что кексовое тесто не требует пропитки, но не в таком виде. Не в виде коржей, выпеченных в духовке. У них подсушивается верхняя корочка. Для пропитки разводим 100-120 мл кипяченой воды, 1 столовую ложку сгущенного молока и тщательным образом промазываем верхнюю часть коржей. Лимонный курд остыл, и теперь мы с вами приготовим кремовую основу для нашего суфле. Кроме лимонного курда нам потребуется 200 граммов сливочного масла и 80 грамм сгущенного молока с сахаром. Все ингредиенты должны быть одной температуры, чуть ниже комнатной. Считается идеальная температура для взбивания масла 21 градус Цельсия. Сливочное масло взбиваем до бела и начинаем к нему добавлять по 1 столовой ложке лимонный курд и сгущенное молоко. Чередуя их, добавив все, взбиваем до пышного устойчивого состояния. Кремовая основа у нас готова. Теперь, друзья, на дно разъемной формы положите кружок из пекарской бумаги, а стенки смажьте сливочным маслом и присыпьте сахарной пудрой. Теперь приготовим суфле. Взвесьте 6 белков яиц. В моем случае это 200 граммов. Возьмите 2 веса сахара от веса белков яиц. В моем случае это 400 граммов сахара. В кастрюлю с толстым дном добавляем 150 мл воды и 10 граммов агар-агара. Кастрюлю ставим на плиту, нагрев выше среднего и ждем набухания агар-агара. Непрерывно мешаем. Как только агар-агар набух, добавляем весь сахар, размешиваем его, непрерывно мешаем, убавляем нагрев после закипания сахара на средний и варим сахарно-агаровый сироп до температуры 110 градусов Цельсия или пробы на тонкую нить. Одновременно взбиваем белки яиц, которые добавляем щепотку соли. Взбиваем до устойчивого состояния стойких пиков. Сахарно-агаровый сироп достиг температуры 110 градусов Цельсия. Выключаем его, снимаем с плиты и заливаем белки яиц, которые в это время продолжают взбиваться, но находятся уже в устойчивом состоянии. Заливаем белки яиц не широкой струйкой, стараясь не попадать на венчик. После того, как залили весь сахарно-агаровый сироп, миксер включаем на полную мощность и продолжаем взбивать до остывания чаши миксера примерно до 50 градусов Цельсия. Теперь, когда основа нашей белковой
массы достигла температуры 50 градусов Цельсия, мы начинаем по 1 столовой ложке на медленных оборотах миксера добавлять масляный крем. После добавления последней порции крема взбиваем ровно 30 секунд. Суфле готово. На дно формы положите 1 корж. Если у вас он большего размера, обрежьте его. На корж положите половину суфле, сверху накройте 2 коржом и добавьте 2 половину суфле, равномерно распределив суфле. Если у вас был корж меньшего диаметра, то ничего делать не надо. Суфле заполнит все пустоты. Суфле стабилизируется очень быстро, в течение 10-15 минут, и причем при комнатной температуре. Друзья, у меня на канале опубликован еще один рецепт торта суфле. Этот торт необыкновенно вкусен, очень оригинален, красив и не сложен в исполнении. Называется он «Черничная шарлотта». Советую вам его посмотреть и приготовить. Ссылку на него я вам оставлю. А все виды тортов у меня находятся в плейлисте, который так и называется «Торты». Посмотрите обязательно. Я думаю, что каждый найдет там торт по своему вкусу. И причем некоторые виды торта можно приготовить не только в духовке, но и без духовки. Ссылку на этот плейлист я вам оставлю. Наше суфле стабилизировалось. Для глазури нам понадобится 180 граммов черного горького шоколада и 50 граммов сливочного натурального масла. Шоколад вместе с маслом растапливаем на водяной бане и перемешиваем. Шоколад мы сняли с плиты, охладили до температуры 40 градусов. И теперь начинаем заливать наш торт. Торт заливаем глазурью, не вынимая из формы. Глазурь заливаем на верхнюю часть торта, а затем распределяем глазурь равномерно по всей поверхности торта, наклоняя торт то в одну, то в другую сторону. 160-180 граммов шоколада создает достаточно толстый слой глазури. И этой глазури хватит на покрытие всего торта, включая бока. Для того, чтобы покрыть торт полностью шоколадом, его надо освободить из формы, а затем также распределить шоколад и шпателем подогнать шоколад к краям. Он должен стекать с краев. И тогда торт будет у вас покрыт полностью шоколадом. Но мне нравится больше такой вариант, когда бока торта не покрыты шоколадом. Считаю, что так торт выглядит наиболее эффектно. Шоколадная глазурь стабилизируется быстро и при комнатной температуре. Но если вы хотите ускорить процесс стабилизации шоколадной глазури, отправьте на 30 минут торт в холодильник. Напоминаю вам, друзья, что я приготовила 2 торта. И на обоих тортах глазурь уже стабилизировалась. Считаю, что торт прекрасен и без украшения. Поэтому на торте у меня будет самое простое, незатейливое украшение. Украшать торт я буду белково-заварным кремом. Рецепт этого крема у меня есть на канале, и я оставлю ссылку на этот очень бюджетный, вкусный и стабильный крем. Один из тортов я украшу тюльпанами. Использую насадку с одноименным названием тюльпан. Также сделаю по периметру торта розетки насадкой 333, а затем сделаю листики насадкой листик. Белково-заварной крем я окрасила пищевыми красителями в желтый и зеленый цвет. Второй торт я украсила всего лишь 2 насадками. Сделала розетки насадкой 333 и сделала листики насадкой листик. Оба торта готовы и украшены. Как вы думаете, какой торт испечен в духовке, а какой на плите? Этот или этот? Пишите в комментариях. Друзья, мы с вами приготовили один из самых вкуснейших тортов суфле и самый лучший из тортов птичье молоко. Этот торт умеренно сладкий, обладает нежными влажными коржами, насыщенным сливочно-шоколадным вкусом, который прекрасно сочетается с нежнейшим
лимонным суфле. Это невероятно вкусное суфле имеет ярко выраженный лимонный аромат и приятную кислинку с деликатной ванильной ноткой. Все это прекрасно подчеркивает толстый слой черного горького шоколада. Невероятное наслаждение есть этот торт. Друзья мои, садитесь в кресло, наливайте чашечку кофе или чая и наслаждайтесь вкусом этого торта. Вы это заслужили. Что может быть лучше, чем торт, сделанный вашими руками? Только счастливые лица ваших близких, которые вкушают и радуются вашему торту. Приятного аппетита, друзья! Готовьте с удовольствием. Я верю и знаю, что у вас все получится, потому что вы гениальны. Друзья, если вам нравится подобный контент и вы хотите видеть видео чаще, вы можете поддержать канал не только подпиской, лайком и сделав репост этого видео. Все необходимые реквизиты для перечисления будут в описании и в первом закрепленном комментарии. Я с вами прощаюсь. Встретимся в новом видео. С вами была Пульхерия. Пока-пока.